Итак, сегодня на обзоре у нас таксопарк Такси Хайп. А, собственно говоря, что тут обозревать? Уже то, что в нем работаю я, говорит само за себя. Есть, конечно, один недостаток. Куда потратить безумные деньги, которые я и ты сможешь заработать в нашем таксопарке Такси Хайп. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Дамы и господа, боже, какой пустяк! Кончилась вся еда в погребе, ром и сяк! Кто знает слова этой бессмертной песни, ну и также бессмертной группы Король и Шут про ром? Вот, мир подобен грому, дайте, или шум, крик подобен грому, дайте людям рому. И Рома это не Рома, Роман, а это Ром. И, кстати, недавно выяснилось, я почитал, ученые выяснили, не знаю, как они это выясняют, что ром это самый безвредный алкогольный крепыш. Прикиньте, можете прочитать исследования последние, да, действительно так, типа ром самый безвредный. Он там что-то на что-то не распадается, короче, и не так сильно вредит печени, организму, как другой крепкий алкоголь. Поэтому можете пить ром. Зачем я этому сказал? Ну, не знаю, просто для ликвидации вашей безграмотности. А сегодня у меня очередное свидание. И девочка действительно красивая. Глазки. Эти глазки, голубые глазки. Хотя у нее такие серо-голубые, ну, по фоткам, по крайней мере, не знаю. Хотя мы знаем, что есть фильтры, искусственный интеллект и другая история. Более того, я могу сказать, искусственный интеллект теперь в Ютубе подсказывает, то есть он выдает на комментарий каждый варианты ответа. Прикиньте, то есть вот вы написали комментарий, и он выдает там 2-3 варианта ответа уже готовых. То есть ты почитал, такого мне это подходит, чпокнул, и он, короче, его заслал. Прикиньте. Офигеть. Я, конечно, таким не занимаюсь. Так, ну что, да вроде все. Ждем мою красавицу и надеемся, я заряжен, прям кофе в себя влил тонну. И клизму с крепким кофе сделал. Надеюсь, что сегодня не пропадет мой запал даром, потому что я очень жду. Аккуратно, привет. Ого, заходи. Ого, да, это ты... машина у тебя. О, а я хотел спросить, на что ты так привет отреагировала. Ого, хотелось бы, конечно, чтобы уже на меня так же ты бежала. Нет, я очень торопилась на встречу, очень. Девушки могут опаздывать, могут задерживаться. Ну, так, если тебе жарко, ты можешь там снять, да, если, да, пожалуйста, нет проблем. Нагрел машину как-то. Нагрел машину, сиденье, я сидел на нем, пока тебя не было. Вот, я все пригрел, давай. Отлично, все хорошо? Да, так комфортно. Так комфортно? Ну, ты знаешь, ты могла бы бежать. Более того, я тебе могу сказать, ты могла бы на полной скорости на этом автомобиле высунуть вот так лицо, как, знаешь, собачки высовывают вот так вот. Еще язык высунуть. Да, у тебя бы волосы в разные стороны, здесь бы слезы, там, может, сопельки какие-то. Ты бы зашла, и все равно ты была в форме. Это твоя суперспособность. Я вижу, у тебя такой тип, что тебя хрен вообще испортишь. Ну, и я уверен, что у тебя наверняка все фотографии, в каком бы ты рабочем, нерабочем состоянии был. Удачные получаются. Да. Это реально суперспособность такая человеческая. Просто я знаю про себя. Мне, чтобы хорошая фотография получилась, я сам себя точно так не сфотографирую. А если мне нанимать специалиста, то это 2 часа ради одной фотографии. Еще скажите, макияж нужно сделать, чтобы все морщины скрыть. Спасибо. Пожалуйста, значит, нет, морщин. У меня всего 1,5 морщины, и то, если мне вот так вот кожу сзади натянуть и резиночкой завязать, ничего видно не будет. То я вообще в форме, я тебе могу сказать, конечно. А вот у тебя вот эта вот фотогеничность, и это просто вот тебя вселенная наградила этой всей тематикой. Ну да, я, кстати, каждый вечер благодарю вселенную за то, что я вообще родилась такой красивой. Я надеюсь, что сегодня я тоже буду благодарить вселенную за то, что ты родилась такой красивой и оказалась со мной на свидании. Да. Так, ну окей, как говорится, меньше слов дешевле телеграмма. Это давно так говорили, когда еще телеграммы были, ты уже, наверное, не застала. Я предлагаю, что? Я предлагаю, значит, такую схему сегодняшнего планирования мероприятия. Погодка сегодня шикарная, посмотри. Сегодня вообще как будто весна. Да, чувствуешь? Солнце наконец-таки. Так это нереально. Жить хочется. Блин, я тебя понимаю, потому что когда зима вот эта с низким небом в Питере, жить реально не хочется. Не хочется. Депрессия. У меня депрессия
депрессия, чтобы ты понимал, она уже началась, как только Ты родилась в Питере? Кстати, я не родилась в Питере. А, серьезно? Я переехала в Питер. Так что Смотри. это уже город мой, я чувствую, что это мой город. Серьезно? Да, я его очень полюбила сильно. И даже вот это серое небо, вот это слякоть. Ну, оно гнетет на самом деле. Это правда. Ну, депрессия уже у меня с осени, считай, как все, солнца нету. Помогаешь себе чем-нибудь? Ну, Винишком чем-нибудь? Ну да, ну вот на йогу хожу. На йогу? Да, я медитирую. Мгм. Поэтому вот женской практикой занимаюсь. Женские практики Да. всегда меня очень интересовали. Прямо вот, особенно, да, не теория, а именно практики. А ты не пробовал? Женские Ну практики? да. Ты знаешь, у меня как-то, мне кажется, что я по гендерному признаку не очень подхожу, Ну, нет? Ну нет, это какая-то дискриминация уже получается. А, серьезно? Ну да. Так она же женская. Ну, там в названии уже как бы определенный есть все посыл. равно, ну как бы раскрыть чакры свои, как-то вот, ну, почувствовать. Я знаю, там можно дышать одним органом, которого Ну. у меня нет. Вот я боюсь, что я могу в этом моменте посыпаться. Ну, то есть я могу как-то перепутать органы и какие-то... Все хорошо. Ой, спасибо тебе, ладно. Слушай, ну хорошо, давай, не вопрос. Давай мы попробуем следующий Потом момент. с программой. Да, программа. Смотри, погода хорошая. Да. Можно выбрать какой-нибудь видовой ресторан. Мы можем посидеть там, как-то что-то легенькое перекусить, посмотреть, пообщаться. Потом мы могли бы взять себя в руки, сесть обратно в автомобиль и поехать, скажем, в какое-то ночное развлекательное заведение. Это может быть караоке, это может быть... Ты чего? А тебе не кажется, что это, ну, как-то обыденно очень все такое? Уже наскучило. Ты знаешь, я не знаю, сейчас это скорее приятный момент, потому что, как правило, девушкам на свидании почему-то, а я был на нескольких свиданиях, как правило, девушкам на некоторых, некоторым девушкам, что ли, на свиданиях как раз большей частью и нужно вот это вот все очень такое примитивно. У меня вариант лучше. Первобытное. У меня вариант лучше. Я все уши, все два уха направил на тебя, чтобы выслушать твой вариант. Ну, во-первых, Так. у меня есть квартира в центре Питера. Не может Ну, быть. как не может? Ну, мне уже достаточно лет. Я накопила, не без помощи, конечно, некоторых людей, но у меня она есть, я тебя хотела пригласить. Можно вино, можно роллы заказать, пиццу, посмотреть сериал, вот новый недавно вышел. Игра кальмара 2. Да, кстати, угадал, я очень люблю корейцев, тематику их очень У меня обожаю до этой просто. машины была корейская. Да? Правда. Так, Сам Бог приехал велел. бы на ней, Блин, вообще я было понял. бы вообще супер. Слушай, да, я немножко выпал на месте, когда ты сказала, что я уже, типа, мне много лет, и я заработала за эти годы на машину. На машину, господи. Квартиру. На квартиру, да. Машина тоже скоро будет, я вот на права сдала. Кстати, со второго раза. Серьезно? Правду говоришь? Правду говорю. Ага. Слушай, все было, конечно, неплохо, но вот я сейчас пытаюсь без обид, да? Это, наоборот, тебя должно откомплиментить. Ну, то есть это такой момент, казалось бы, он напрягает. У меня от первого брака есть 2 детей. Да. Ну, да, 2 детей от первого брака. Не у меня сказала об этом. Хорошо. И младшая дочь уже почти подросток. И у нее есть вот эти вот напряги, связанные с тем, что она выглядит молодо очень. И по сравнению со всеми своими одногодками. И ее воспринимают как, ребенка. Ну, с ней нормально, с ней как бы может это все, она может в себе это все перенять, потому что это такой детский комплекс, все его знают прекрасно, да, все хотят в детстве выглядеть старше. Но что касается тебя, у меня сейчас есть такой момент возник. Ну, что-то ты долго прям разворачиваешь. Очень долго разворачиваешь. Я пытаюсь просто сформулировать, я не очень понимаю, сколько тебе годиков. Так я же писала, мне 22, я 2003 года рождения. Это я понял. Но сейчас, когда я с тобой вблизи сижу, знаешь, что я чувствую? Что? Чем от тебя пахнет? Чем? Молочком духами. грудным. Ну, нет. Каким? Нет. Я вообще использую сегодня перед выходом самые лучшие мои духи, что шлейф от меня. Ты не понимаешь, это не про духи, это про мои ощущения по поводу тебя. Ты очень молодо выглядишь. И у меня почему-то сработало сейчас определенное чутье, можешь назвать его так, что тебе
Без обид, опять же, я сказал, нет 18 лет. А если тебе нет 18 лет, то мне, как мужчине взрослому, может прилететь по многим местам. И может светить путевка в санаторий на далекий север на несколько лет. А я не люблю закрытые пространства. Не любишь? Ну, да, типа того. Вот. И... А мы, кстати, могли бы вдвоем туда съездить. Не дай бог. Почему? Но в целом твоя ирония мне понятна. Опять же, без обид, ты можешь мне документ показать какой-нибудь, Ну, любой? слушай, какой документ? Тем более, ты на права сдала, говоришь, недавно, дай права посмотреть. Во-первых, я пришла на свидание, где мужчина с машиной. Зачем мне брать водительские права? Ну, просто люди же носят их с собой. Может, там, зачем? Каршерингом, наверное, ты пользуешься, или там еще чем-то. Ну, в любом случае, хорошо, паспорт есть, пофиг, что-нибудь. Нет, я же не прохожу сейчас контроль или досмотр какой-то, чтобы мне паспорт еще показывать. Я не брала свой паспорт. У тебя есть любой документ с фотографией? Нет. Ну, я могу просто свои фотки показать. Нет, свои фотки, мне твои фотки не нужны, на них же, это жестко. То есть у тебя вообще ничего нет? Нет. Мне подруги дают вообще, в основном подруги, потому что мне 25. На 22 я, кстати, редко выгляжу. Это мой возраст настоящий. Что сделать, чтобы ты поверил? Вот смотри, я тебе еще раз говорю, у меня есть дети, и старшая дочь. Я знаю ее одноклассниц. Вот ее одноклассницы сейчас... Как я, что ли, выгляжу? Немногим моложе, чем ты выглядит. Поэтому я сейчас... И когда ты про квартиру сказала, у меня сработал определенный... скажем так, как страховка такая в голове, да, отщипнулась. Вот. И я не понимаю, во-первых, откуда у тебя, даже если пускай тебе 22, откуда у тебя квартира в центре Питера, как ты говоришь, заработала. Это тоже такой момент, напрягающий. Ну, это ладно, хрен с ним. Возможно, у тебя там сыграла ставка, ты выиграла в лотерею, неважно. Но вот по годам тебе, мне кажется, меньше 18. Ты прости, но это правда. А как у меня была бы квартира, не будь мне 18 лет? Вот это тоже вопрос. Я так понимаю, у тебя, если нет паспорта, я не посмотрю пропис, что ты зарегистрирована в этой квартире, правильно? Я же даже не могу проверить, твоя эта квартира или нет. Я не зарегистрирована в своей квартире. Слушай, давай так, я тебе могу так сказать. Я вот честно, вот была бы ты постарше, я бы с радостью согласился. Но сейчас у меня есть сомнения, и я боюсь. Ты отказываешься сейчас просто, да, от удовольствия провести хорошо вечер со мной. Я боюсь, что это удовольствие, за него потом придется так заплатить, что оно того не будет стоить. Вот да у тебя больше в жизни такого не будет. Ты уже 2 дня и все, у тебя песок сыпется, ты уже старый. Это не с меня, с ботинок, но неважно, я понял про старого, спасибо большое. Но ты знаешь, даже... Это такое предложение просто девушка делает. Я понял, будем надеяться, что если девушки отскочат через 2 дня, может, бабушки еще все-таки... бабушки, да, я понимаю, что они, говорят, что они в последний раз такое вытворяют. У бабушек вряд ли будет квартира в центре. Это правда. Но вот правда, без обид. Я вот готов еще раз тебя вот по ресторанить там. И то я сейчас уже у меня, какой ресторан? Я сейчас тоже сомнения у меня по этому поводу. Ты знаешь, вот опять же, без обид. Давай мы на сегодня закончим с этой историей вообще, со свиданием. Потому что я сегодня прямо, Я просто потратила свое время зря. Ты знаешь, сколько я собиралась? Я собиралась с 7 утра. Так. А паспорт не взяла? Паспорт не взяла. Зачем он мне? Конечно. Тебя разве когда ты покупаешь алкоголь в магазине? Конечно, покупаю. У тебя спрашивают документы? Ни разу не было, чтобы спрашивали. Ойли! Да. Короче, в любом случае, спасибо, что приехала, но я... Вообще такое разочарование, я не знаю, даже вообще просто день впустую потратила. Ничего страшного, нагонишь, правда, без обид. Все, мы не будем продолжать, потому что я боюсь, что я могу очень сильно наколоться, так что... Колоться на что? Наколоться, на неприятности. Неприятности, ты просто, я не знаю, просто слов нет, если честно. Я понимаю твое разочарование. Просто 2 дня, и ты импотент уже, и ты просто, я не знаю, теряешь вот сейчас возможность такую. Я понял. У тебя завтра, послезавтра такой не будет возможности. Да. Прости, но я, к сожалению, откажусь. Спасибо, что приехала. Да, все. Я даже пока тебе говорить не буду. Хорошо, а я бы тебе сказал. И дверь сам закроешь. Ах ты, сучка, а! Вот она какая, а! Почему все бабы, не найдя аргументов, почему слово импотент они всегда держат про запас, считая это самым унизительным для мужчины? А я вот уже считаю,
что скорее бы импотенция, да, хоть немного для себя пожить, правильно? А то все для них, да для них. Бегаешь как угорелый, все пытаешься куда-то пристроиться. Ладно, это все лирика, друзья мои. А вот у меня, да, можете сказать, Женек, ну ты и дурачок. А вот я вам скажу так, если красивая, я уже не раз говорил, если красивая бабенка заманивает вас, то есть вы не прилагаете усилий для того, чтобы оказаться с ней наедине, а она сама идет вперед, то в 99,999% случаях это какая-то подстава. Да? И если ей реально нет... Короче, я знаю примеры, когда в питейные заведения Питера для того, чтобы подставить конкурентов, приходили кавказские ребята, они старше выглядят, все это знают, у них уже там в 15 борода и усы. Приходили, покупали алкоголь, следом заходили ребята из контролирующих органов и говорят, вы продали молодому человеку алкоголь, а ему нет там 21 года, а ему там реально там 17. И все. На заведение штраф, отзыв лицензии и тому подобное канитель. То есть это целый геморрой. Но это хотя бы не уголовка, это административка. А вот с этой историей я могу залипнуть так, пофиг, возможно, я ошибся, возможно. Но лучше пускай моя чуйка меня подведет вот в таком виде, чем я, как я уже сказал, окажусь с непопулярной статьей, в очень неудобном для меня месте. И очень бы этого не хотелось. И всем мужчинам советую, особенно по синей дыне, если красивая женщина начинает говорить, какой вы офигенный, а со стороны вы выглядите так, как будто, ну, как жопа из кустов, да, она говорит, какой ты красавчик и всю жизнь такого хотел, и тащит тебя куда-то к себе. Или в другой бар, например, да, всегда отказывайтесь, друзья мои, поверьте, вы не такой красавчик, это во-первых. Во-вторых, женщины все равно на мужчину смотрят через другую призму, абсолютно. Это мужики, да, они, ну, как, я не знаю, как собаки, да, мясо увидел, все, слюни по колено. А женщина так не работает. Вот, и нужно приложить усилия для того, чтобы завоевать красавицу. А если вы их не прикладываете, то значит здесь какой-то подвох. В общем, короче, не рекомендую рисковать. И сам не буду рисковать. Особенно не понимаю людей, которые, знаете, мне казалось всегда, что права, когда получаешь недавно, да, ты всегда их не носишь и такой гордишься этим. То есть, блин, даже если тебе вообще не надо, там, в туалет идешь, ты права с собой берешь, такой, типа, у меня права теперь. Я просто себя помню эти ощущения. Вот, а здесь этого не произошло. Ладно, вам со стороны виднее. Напишите в комменты, прав я или нет, и сколько реально ей на вид лет. Потому что я... Ну, вот у меня, ну, действительно от нее пахнет молочком. Короче, вот так. Так что будем надеяться, что ей реально 22, ну, или хотя бы 18. Вот. Но рисковать я, как говорится, не буду, не сегодня. Потому что что? Да, есть что терять. Например, тот самый песок, которого с меня тут насыпало до хера. А он, между прочим, золотой. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.